Всем привет! В сегодняшнем видео покажу, как сделать вышивку, которая сможет украсить любую одежду. Контурный шов буду показывать на примере своего рисунка Сальвадора Дали. Вы также можете использовать собственные иллюстрации, либо поискать вдохновение на различных сайтах, например, на Pinterest. Там можно найти много интересных идей. Для того, чтобы перевести рисунок на ткань, я использую кальку. Для одежды лучше взять фиолетовую. Исходя из моего опыта, у нее свойство перевода слабже, чем у черной, и она не запачкает светлую одежду. Для перевода на фетр беру черную кальку. Теперь, сильно надавливая на ручку, прохожу по всему контуру штриховыми движениями. Для того, чтобы не сильно портить эскиз, обклеила его скотчем. Беру нить мулине черного цвета. Иголку лучше всего использовать не толстую, но самое главное, чтобы у нее было широкое ушко, в которое войдет нужное количество нитей. Из середины разделяю прядь и вытягиваю 3 нити. Так как нить не закрепляю, придерживаю ее кончик, чтобы он не ускользнул. Суть техники, при которой вышивка выглядит единым целым, заключается в том, что сначала нужно сделать стежок, затем вывести нить на небольшое расстояние от него и ввести нить в середину этого стежка. Так получается непрерывный контур. Чем более кривая линия, стежки лучше делать маленькими. Там, где участок становится более-менее прямым, там можно их удлинить. От размера стежка будет зависеть конечный вид вашего творения.
Вышивка готова. Добавляю знаменитые усы, и вуаля, Сальвадор Дали собственной персоной. Таким образом можно оформлять различную одежду, аксессуары и даже обувь. К примеру, майку и тканевые кеды. Создавайте уникальные вещи и радуйте себя. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!